Всем привет! Давайте сегодня поговорим о книгах. Это видео на русском языке. Не забудьте включить субтитры, если они вам нужны. Сегодня будут существительные, глаголы и немного грамматики. Итак, это книга. Это обложка книги. На обложке книги обычно написано название книги и автор. Например, название этой книги «Мастер и Маргарита». Автор Михаил Булгаков. Название этой книги «Палата номер 6». Автор Антон Павлович Чехов. Это сборник произведений Чехова. В конце этой книги есть содержание, название произведения и страница, на которой начинается произведение. В книге «Мастер и Маргарита» нет содержания. В этой книге есть оглавление, название главы, точнее номер главы, название главы и страница, на которой начинается эта глава. Одна глава, множественное число главы. Это страница книги. На странице всегда есть номер. Иногда он наверху, иногда он внизу. Это лист, как на дереве. На дереве лист и в книге тоже лист. Итак, это лист, а глагол будет листать. Листать страницы книги, журнала. Есть другой глагол перелистывать. Перелистывать, перелистнуть страницы книги. То есть поменять страницу. Глаголы листать и перелистывать очень похожи. Обычно листать значит просматривать. Листать страницы книги, журнала. Когда вы перелистываете страницы книги, скорее всего, вы не просто просматриваете книгу, а читаете. То есть вы делаете это более медленно, внимательно. Чтобы не забыть, на какой странице мы остановились, мы используем закладку. У меня вот такая закладка с лягушками. «Мастер и Маргарита» – это роман. Давайте поговорим о жанрах литературы. Антон Чехов писал рассказы, повести, пьесы. Мне нравится художественная литература. Мне нравится русская классика. Еще иногда я читаю детективы на английском. Еще мне нравится научно-популярная литература. Мне нравятся книги о психологии и саморазвитии. Итак, вернемся к этой книге. Главные герои книги «Мастер и Маргарита» – это писатель Мастер и женщина по имени Маргарита. Слово «герой» может означать человека, который совершил мужественный поступок. Но в литературе главный герой – это человек в центре сюжета. Итак, это обычная бумажная книга. Часто такие книги называют настоящими книгами. Это настоящая книга. Но у меня также есть электронная книга. Это Amazon Kindle. И эта книга очень старая, она у меня уже давно. Обычно я читаю электронные книги. Они не занимают много места, и их удобно брать с собой. Но мне больше нравится читать настоящие книги. Мне нравится
трогать их, держать в руках. Иногда я читаю, но я не могу назвать себя книголюбом. Книголюб – это тот, кто любит читать, любит книги и разбирается в книгах. Итак, читать, прочитать. Также вы можете услышать глагол «прочесть». Обратите внимание на спряжение этого глагола. Этот глагол часто используют в императиве. Например, «прочти, пожалуйста». Прочитать может означать просто результат. Например, «я прочитала эту книгу» или «я прочитал эту книгу». Также глагол «прочитать» может означать процесс. Например, «я прочитала всю ночь». Перечитывать, перечитать значит прочитать еще раз. Например, «это очень интересная книга. Я перечитывала ее 3 раза». Перечитать тоже значит читать слишком много. Например, «я перечитала Стивена Кинга и теперь не могу заснуть». Напишите в комментариях, любите ли вы читать, что вы обычно читаете и как находите для этого время. Также напоминаю, что у меня есть подкаст на русском языке, называется «Русский блин», все ссылки в описании. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, если оно вам понравилось, и увидимся в следующем видео. Пока-пока!